Итак, ребята, продолжаем рисовать. Сегодня наша задача все это дело вывести, уравнять, подровнять, подсветлить, проработать. Итак, основные цвета, которыми работаем. Это Валежа 71-132 и Валежа 72-140. Основные. Для теней и затемнений наших это Валежа 71-271. И Scale 75, который у нас SFG 39. Хороший цвет очень. Так, давайте сначала начнем работу с базой, да, нашей. Нам нужно его немного светлее сделать просто весь. Итак, начинаем. Прямо вот отсюда. Что мы делаем, да? Изгоняем цветом, как вы видите, к нашей трещине. Кисточка у меня не очень хорошая, старая. Ну, пока работается ей, буду работать. Что мы делаем? Перемешиваем два цвета, да, на границах. Все просто. Все очень и очень просто. Ничего сложного нет. То же самое делаем вот здесь. Эти краски для аэрографа, их размешивать мне не нужно. Я не люблю, знаете, я уже говорил. Сохраняем трещины. Так, какая-то грязь попала. Сохраняем трещины. Вот таким вот образом, видите, да, получается, что? Если вы спросите меня, для чего мы изначально делали цвета более зеленые, да? Отвечу вам, когда все это подсохнет, будет выглядеть очень хорошо наша кость. В любом случае, вот эта база зеленая, она будет просвечиваться через эту краску. Своеобразный оттенок нам нужен будет. Своеобразный оттенок такой. Некоторая зеленость должна отдаваться у нас. Как ни крути. Вот в этом этапе мы уже более точно делаем трещинки, да? Стараемся, во всяком случае. Здесь уже аккуратности надо побольше. Все одинаковое, да, то есть вот что как бы, не знаю как вас, делитесь опытом своим. Меня напрягает в рисовании единственная вещь, это вот нудность некоторая в повторении некоторых деталей. Вот здесь я немного сделаю по-другому, да, что там было. Я сейчас вот здесь вот добавлю еще цвета нашего базового. Scale 75 берем. Все-таки, почему это делаю? Потому что все-таки кость имеет разные оттенки. Особенно наша призрачная. Все-таки имеет разные оттенки. Совсем однообразность мне не нравится, да? Видите, да? Нормально получается уже. Так, продолжаем. Не задерживаемся. Здесь мы, наверное, сделаем вот так. Возьмем наш бежевый. Здесь дадим вот так вот. И добавим, наверное, немного вот здесь вот нашего Scale 75. Чтобы у нас получилась вот такая вот. Ну, со Scale лучше не перебарщивать, потому что видите, он как он темнит, да? Охра слишком темнит. Наша задача сделать его более читаемым, более ярким. Поэтому предпочитаем работать без него.
Он и так будет просвечивать через основные слои. Этот зеленый наш. Вот мусор какой-то выпадает. Поэтому стремимся аккуратненько. Если возникают пузырики, да, во время рисования, берете и так дунули и все. Немножко дунули и все. Вот здесь, наверное, все-таки надо будет, чтобы читалось все это дело. Вот как-то так. Уже другой вид у него, да, совсем. Что нам и нужно. Смотрите, я оставляю как бы полоски такие, да? И некоторые трещины остаются еще с этого, с базового цвета, с нашего, с которым мы сейчас начали работать. Это добавляет некоторую текстуру нашим кости. Ну, в основном вся проработка, видите, это вот этот бежевый, скорее, ну, такой темный, молочный какой-то он, да? В перемешку с нашим таким розоватым уже бежевым. В тенях можно вот здесь добавить в принципе, как таковые тени нам прорабатывать сейчас не надо. Мы их можем всегда в любой момент, там, проливкой, я не знаю, просто когда подсохнет, более темным цветом пройтись. Я просто это делаю автоматически, чтобы меньше было работы. Но в основном, как бы, можно обойтись очень простыми приемами, сразу вам говорю. Вот еще раз смотрите, да? Берем наш scale 71-132, наносим вот здесь вот верхушку, потом берем scale 72-140 и им вот отсюда сходим. И одновременно перемешиваем его на границе. Посмотрите внимательно. Видите, просвечивает цвет? Вот смотрите, обратите внимание, он просвечивает, наш зеленый, бежевый. Охра наша первая просвечивает через этот цвет. Это важно. Вот здесь вот мы, наверное, сделаем вот так вот. Сейчас пока что все просто. То есть, ну, все просто. Простые приемы. Дальше будет посложнее немножко. Но это, может быть, я не знаю, сейчас, не сейчас. Может быть, на третий урок оставим это дело. Ну, посмотрим. Сейчас мы по-быстрому проделаем это все. Наша задача с вами сейчас нашу кость сделать более светлой. Вот сделать ее более светлой. Это самая главная задача. Поэтому мы это и делаем. Вот здесь, я думаю, может быть, надо больше белого. И, наверное, вместо бежевого дадим все-таки охру нашу. Это творчество, нет никакого плана, видите, да? Это вы можете сами смотреть, когда рисуете, как вам нравится. Если вы хотите какой-то оттенок добавить больше. Чем больше оттенков таких вот в одной гамме, так скажем, сразу говорю, за гамму не вылазьте, гамму цветов. Не надо вылазить. Но оттенки могут быть разные. Тем живее наша кость будет смотреться в дальнейшем. То есть нам это нужно, ну, интересно. Живость нашей кости, то есть я вот так это называю. Ну, естественность можно так назвать. Она важна.
Очень. Визуальных приемов у нас для визуализации, да, не так много. И поэтому любой из них очень важен. Пока что я делаю все то же самое, что я делал вот в начале. Смотрите. Сейчас я разбавлю немножко с белым его, ну, с нашим. Вот так вот. Пройду. Так, здесь мы пустим, наверное, уже совсем бежевый. Охру нашу возьмем. Ну вот здесь вот. Так. Добавим розовинки. Он такой, как пудра цветом. Женская. Интересно. Лица очень хорошо рисовать таким цветом. Так, ладно. Вот здесь вот нужно немножко еще пройти. Более точнее будет. Ой, упала. Ну и последняя часть вот эта вот, да. Давайте ее дорисуем уже. Подождем минутку и попробуем попрорабатывать сейчас наши детали. Так, ну это уже нам не важно, то есть там дальше посмотрим. Так, давайте попробуем попрорабатывать наши детали. Что нам нужно сделать? Нам нужно добавить немного текстуры. Возьмем кисточку потоньше. Так, как бы ее. И давайте саму трещину уменьшим. А еще уже на самом кусочке на этом, да? Смотрите, что мы сделаем. Мы на самом кусочке уже будем рисовать на самом кусочке, на каждом. То же самое, что делали на большом, только уже на маленьком. Тоже перемешиваем два бежевых цвета. Сейчас я попробую приблизить это дело, чтобы вы видели, что я делаю. Я уже прорисовал саму текстуру самого куска, видите, да? Вам поможет в этом те нижние слои базовые, да, которые мы наносили. Они потому что дают естественные тени, и вы их просто можете прорисовать. Смотрите. Кто не обладает техникой блендинга, слоением можно это дело выводить. Здесь не важно нам, как вам объяснить, такую чистоту прям линий, прям перемешивания не важна. Чем больше вот этих вот следов от кисточки останется, тем даже лучше. Так, тоже, текстура, это работает на текстуру кости. Теперь сделаем то же самое здесь. Смотрите. У нас уже там, вы сами увидите, да, что у вас есть уже какой-то рисунок из-за разводов краски, когда вы это наносили первый слой. Вы просто их можете повторить, усилить. Пузырики убираем воздухом и немножко добавляем цвета, да, здесь сильно добавили.
Видите, она просвечивает. Можно, в принципе, добавить сильнее в наш белый. Вот этого бежевого 72-140. Как там он там называется? Вечно забываю. 72-140. Да, хороший цвет. И вот такие вот детальки рисуем. Смотрите, да? Разные. Можно полосочки вот такие вот делать. Смотрите. Вот смотрите. Раз. Раз. Это тоже красиво будет смотреться. Посмотрите, что получается. Видите, да? Вот это и называется проработка. Теперь вот здесь я проработаю немножко по-другому. Мне понравились вот эти полоски, поэтому я беру и вот так вот одну рисую. Здесь кусочек, а отсюда вторую полосочку, которая повторяет линию первой. Это придает текстуру самой кости, да? Неоднородность такую. Смотрите. Раз. Здесь уже вот 72-140 работает вовсю. Вот смотрите. Видите, да? Можно рисовать разные узоры, на самом деле. Здесь ваша фантазия ничем не ограничивается. Я, поскольку уже выработал для себя какие-то приемы этой кости на рисование. Так, я поэтому делаю свои, да. Вы можете попробовать свои узоры. Ничего ограничивающего нет. Возьмем Scale 75. И теперь вот здесь вот прорисуем немножко им, чтобы замешать. Здесь вот переход такой сделать. Не знаю, буду я вот этот камень вырисовывать или нет, я пока не знаю. Оставлю его пока. Может быть, дойдет до этого, да, руки, и мы его прорисуем еще, дадим цвета. Всякое может быть. Рисование кости — это такое удовольствие. Вкус приходит, так скажем, во время еды. Ну вот, смотрите, что получается, да? Сейчас я проработаю быстро вот тут нос, и сколько времени уже? 17 минут. Ага. Видите, как быстро летит время? Повторяем. Вот увидите, да? У него есть уже какие-то свои рисуночки. Вы можете просто его повторить, этот рисуночек. Когда краска высыхает, вы видите эти разные, ну, разводы, так скажем, да? Вы их можете просто усилить, как это и делаю я. Вот таким образом, да? Наша задача получается на большом кусочке. Сначала прорабатываем большие кусочки, да, потом уже прорабатываем маленькие. Рисуем на вот этих больших, на каждом кусочке свои уже. Это называется текстура. Они могут быть хаотичны, какие угодно могут быть. Нет никакой связи или какой-то специальной, там, я не знаю, схемы рисования их. Итак, вот здесь я добавил scale. И смотрите, пятна я сделал, 2 пятна темных сделал, да? Сейчас берем опять же наш базовый 71-132 валеджа и чистым обрисовываем эти куски. Раз. Можно добавить даже кусок в нем, кусок в куске уже. И вот чем больше таких вот кусочков, да, у нас хаотичных получается, тем лучше. Здесь, наверное, тоже камень сделаем светящийся. Посмотрим.
переходы не могут быть неплавными совсем. То есть здесь разницы никакой, то есть нет никакой схемы такой, что плавные переходы. Повторяю, ребят, никаких плавных переходов вам не требуется. Вам требуется более, так скажем, хаотичный порядок, я бы так это назвал. В расположении всех вот этих вот дел. Вот смотрите, что получилось, да, у нас? Уже текстура кости совсем другая, да? Видите? Волшебство, вроде как. Но это волшебство мы сделали сами с вами. Вот этой кисточкой. Усилим вот здесь вот. Смоем. Смотрите, прием простой. И чистой кистью растаскиваем слой. Опять, смотрите, наносим капельку краски. Смываем кисточку. И чистой влажной кистью растаскиваем. На себя прям тянете эту краску, да, на себя, вот видите, вот так вот, такими движениями, вот такими, на себя. То же самое вот здесь вот. У нас пятнышко образовывалось, интересно. Мы его, наверное, усилим даже. Очень важно рисовать вот здесь вот еще, на торцах. Повторяя, да, вот движение. Видите, вот идет кусочек, да, его сюда переводите. И он визуально вам сохраняет, ну, поддерживает вашу идею вот этой рельефа, всего остального. Это важно, запомните. Торцы — это важно. Так, что у нас еще осталось тут? Вот здесь вот. Ну, здесь уже, в принципе, готово все. Поэтому, как бы, я просто немножко его усилю. И, наверное, сделаю такие полосочки. Чтобы они более читались интересно. Вот смотрите, что у нас получается, если мы уменьшаем, да? Видите, да? Вот такая вот текстура кости. Где-то просвечивает старый цвет, где-то более новый появился. Но все равно через каждый есть просвет. Заметьте. Дальше в следующем уроке мы будем с вами уже рисовать поверх этого, поверх всего этого, да, будем рисовать, так скажем, элементы наносить свои уже, которые придадут этой кости еще более интересный вид. Пока что делайте вот буквально то, что я вам показал, прям буквально. Смотрите, она вот, видите, да, пятна даже видны, что некоторые не очень аккуратно, не важно, запомните. Можно сделать, смотрите, что можно сделать. Берем наш бежевый 130, как там у нас, 71-132. Смотрите, вот вы смотрите, что мы можем быть прям при вас. Смотрите, вот у нас пятнышко, да? Берем и растягиваем с этих пятнышек тоже. Смотрите. Вот с этого. Сводим их все сюда, например, да? Получается прикольный рисунок. Усилим его немножко. Для будущей кости, финальной, да, это будет очень замечательно. Здесь можно будет вот в этих полосках дать еще центр более светлый. Это создаст эффект рельефа такого, что они имеют объем. Ну, вот таким макаром. Я сейчас прорисую весь остальной быстренько, чтобы весь кусочек у нас был интересный. Ну, на этом как бы я закончу сам урок, да, сегодняшний, для вас. То есть займемся каждый своим делом теперь. Я довожу всю остальную деталь, вы свою деталь доводите. Вперед. Я надеюсь, вам понятно. Если вам что-то не ясно, ребята, пишите вопросы. Можете не по имейлу сбрасывать, там, в мессенджер, писать в инстаграме. Там быстрее я. В почту я редко захожу, честно говоря. Не до этого. Поэтому можете туда присылать свои работы, прямо в инстаграм. Жду от вас. Надеюсь, вам было понятно. Если что-то непонятно, пишите. Потому что, например, вот те же самые вещи можно без блендинга обойтись. Смотрите. Берем. Рисуем просто
части вот такие вот. Просто вот тем же самым 71-132 мы рисуем кусочки. Смотрите. Видите? Просто кусочки без ничего. Разные геометрические фигуры наносим, которые не соприкасаются друг с другом. Мы обходимся без блендинга. Вот мы их сейчас нарисовали, да? Смотрите. Дальше берем scale, например, наш, да? 75. И слоением наносим. Пока все это влажное, это то, что у нас, это отлично зайдет. То, что у нас как бы не перемешивается или грубо перемешалось, да, где-то, блин, не важно совершенно. Для текстуры костей это будет только на ура. Так, жду от вас. Надеюсь, вам было понятно. Жду от вас сообщений с вашими результатами.